Друзья, всех приветствую, солнечного Таиланда. Сегодня поговорим про экономную жабу, откуда она берется, что это за состояние, какие есть выгоды, как с ней вообще быть и как ее исцелить. Примерно год назад я сидела на этом же самом пляже, выйдя из 7-Eleven через дорогу, в состоянии полного раздрая, такая подавленная своей же собственной жабой. Что случилось? В 7-Eleven, наверное, минут 5 я стояла перед холодильником с пивом, и внутри меня сражались две части. Первая – это экономная жаба, которая говорила, надо брать пиво за 60 бат. И вторая часть, которая, давай возьмем за 90. Никогда не пробовали за 90, ну классное такое пиво, баночка красивая, ну давай попробуем. Победила жаба, потому что доводы ее были более чем разумительные, в стиле «ты все равно в пиве ничего не понимаешь. Тебе какая разница, за 60 или за 90? Оно для тебя все одинаково. Зачем переплачивать, если можно взять за 60, все его пьют, нормальное пиво, ты сама его пробовала, все вокруг пьют его, это номер один в Таиланде, поэтому успокойся, бери за 60 и иди». Поэтому я взяла это пиво и вышла с чувством полного предательства. Я предала саму себя. Пришла на пляж, отставила пиво, понимая, что какое-то состояние говнистое, но надо с ним разбираться. Причем это был не первый раз в моей жизни, когда моя жаба очень громко, четко говорила, что нет, надо брать то, что дешевле, смысла переплачивать нет. Не всегда, но бывали случаи, когда именно после того, как она побеждала, я чувствовала себя такой подавленной, раздавленной. И это была последняя капля, вот этот случай с пивом за 60 или за 90. Я пришла на пляж, отставила пиво, достала блокнот и начала разбираться. Думаю, так, пришло время докопаться до сути, что происходит. И именно на этом пляже, кстати, родился мой курс «Принимаю себя». Потому что я поняла, что жабу экономную, как с любой тенью, с любым своим негативным состоянием, работа начинается с того, что нужно признать и принять. И уже только после этого что-то с этим делать. И вот на этом самом пляже я начала себе задавать коучинговые вопросы, пытаясь понять, почему жаба проявляется, причем не всегда. Потому что, допустим, когда я покупаю черную икру с дорогим шампанским, жаба молчит, ей на это денег не жалко. Или когда я покупала дорогую квартиру, на которую меня отговаривали все риэлторы, говорили, слишком дорого, это вообще нереально. Будут проблемы, ты ее даже потом продать не сможешь, деньги потеряешь. Жаба говорила, да нормальная квартира, надо брать. Ну и тот факт, что я почти каждый год приезжаю в Таиланд, говорит о том, что на Таиланд жабе денег не жалко. Вот на пиво она зажала денег, а на Таиланд нет, на дорогую квартиру нет. То есть получается как-то избирательно она включается. И моя задача была понять, что ее включает. Хочу напомнить про главное правило любого адекватного психолога – лечить только то, что клиент считает проблемой. То есть, например, если вы сейчас смотрите на меня, на это видео, думаете, блин, тетка, мне б твои проблемы, и не понимаете вообще, о чем я говорю, если вас, ваша жабка вообще никак не тревожит, нормально с ней живете, считаете, что огонь, она вам только помогает, то так и надо. Не надо вам с ней ничего делать. Это видео для тех, чья экономная жаба, вот это вот состояние, которое реально иногда душит, кому оно причиняет дискомфорт, кому оно так или иначе как-то портит жизнь. Мне оно в тот момент реально жизнь попортило, когда я вышла с этой банкой за 60 с чувством, знаете, как в детстве, когда ты хочешь какую-то очень игрушку, говоришь родителям в тайне надежды, что сейчас купят, а родители говорят, нет, сейчас там либо денег нет, либо ситуация не та. И вот это вот внутреннее чувство досады от того, что так хотелось, а тебе не купили, вот это вот разочарование в мире, в себе, во всем. Вот я именно с ним опять и столкнулась и поняла, что если раньше мне родители не покупали то, что я хочу, то сейчас я сама не покупаю себе то, что я хочу. Парадокс, да? Мы когда были маленькие, большинство из нас думали, вот когда я вырасту, я буду покупать себе все конфеты, которые мне хочется. И кукол всех себе куплю. И часть из нас выросли и действительно все это сделали для себя, а большая часть продолжает делать с собой то же самое, что делали с нами родители в детстве. Продолжают себе не покупать то, что хочется. И вот сейчас в этом видео я вам расскажу, что с этим делать, как с этим жить. В общем, я начала задавать себе вопросы, которые в итоге оформились в инсайт-лист «Принимаю себя». И поняла, что, ну да, сейчас случилась такая досадная, неприятная ситуация, но в целом
Если посмотреть всю историю моих отношений с моей внутренней жабой, от нее больше пользы, чем негатива. Поэтому я прописала те случаи, когда жаба меня реально выручала. Именно благодаря ей я всегда умела откладывать определенную сумму. Никогда не брала кредиты, никогда не залазила в долги. У меня всегда были деньги, потому что начиная с первой зарплаты я, например, 10%, на 10% от ежемесячного дохода всегда покупала доллары. Сначала это было $5, потом зарплата выросла, стала $10, 20. Я помню последние годы, когда я работала в найме, я с каждой зарплаты, то есть день, когда деньги приходили на карту, я шла, не отслеживала курс, чтобы не заморачиваться, просто всегда покупала $100 и 100 евро. И получается, за год у меня всегда накапливалось $1200, 1200 евро. Часть из них я, конечно же, тратила, потому что каждый год ездила в отпуск, а часть из них сохраняла, что, в принципе, почему бы нет. Деньги в валюте никогда не помешают. Поэтому, посмотрев с этой точки зрения на свою жабу, я пропиталась гордостью, думаю, блин, хорошо, что она есть. Я никогда деньги не сливаю, не трачу их впустую. Причем жаба моя, она вообще не против того, чтобы я наслаждалась жизнью и тратила там на какие-то дорогие цацки. Друзья, вы меня простите, просто здесь плюс 32, в 9 утра жарковато, поэтому я с платочком так периодически буду себя промакивать, чтобы не сидеть мокрой, не в комфорте. Поэтому пункт номер 1. Понять плюсы от наличия вашей экономной жабы. Второй пункт – минусы. Чему она мешает? Конкретно по факту. Что уж она так сильно портит в вашей жизни? Что вы из-за нее недополучаете? Этот вопрос поставил меня в тупик, потому что, я до сих пор считаю, что количество денег и счастье – это вещи напрямую друг от друга не зависят. Да, они как-то немножко пересекаются, потому что чем больше денег, тем проще решать какие-то проблемы, тем проще организовать комфорт и облегчить решение тех или иных задач. Но напрямую деньги и счастье, они не связаны. Какая разница, пиво за 60 или за 90, можно наслаждаться и тем, если и то, действительно, нормально, хорошее пиво. Кстати, пиво за 90 я через неделю пошла и купила. И если не забуду, в конце видео расскажу, чем это закончилось, и какой инсайт я осознала, прям поймала в момент, когда я выпила банку этого дорогого пива. И здесь стоит отвлечься немножко на теорию. Что же вообще такое вот эта экономная жаба? Как представитель школы транзактного анализа в психологии я ее рассматриваю, жабу, из позиции 3 эго-состояний: взрослый, ребенок и родитель. И экономная жаба – это часть нашей психики, эго-состояние родителя, причем в негативном проявлении. Тот родитель, который запрещает, контролирует, ограничивает. И получается, те 5 минут во мне сражались 2 состояния. Это внутренний ребенок, то самое эго-состояние, которое отвечает за позитив, за игру, за наслаждение жизнью, за драйв, за пробовать новое, что-то исследовать, раздвигать границы, обретать новый опыт, смаковать жизнь, кайфовать от нее. Вот за это отвечает внутреннее состояние ребенка. И мой ребенок-то и сказал: давай возьмем пиво за 90, давай попробуем. Такое классное, и клевое же, и красивое. И никогда не пробовали. И жаба – это тот внутренний родитель, который оперирует нормами, правилами. Это все наши догматы, все нельзя, можно и запрещалки. И он сказал: нет, тебе сейчас это нельзя, потому что в этом нет никакого смысла. Вот эта жаба, внутренний родитель, это состояние в тот момент было сильнее, его доводы были мощнее. Поэтому состояние родителя, 3 состояние, его задача всегда закрывать потребности родителя и ребенка, и те, которые сейчас наиболее актуальны. Так как родитель был сильнее со своим нельзя, то состояние взрослого выбрало закрыть потребности именно родителей, потому что на тот момент они были важнее и весомее. И вот теперь вы понимаете, что за эго-состояние у вас борется каждый раз, когда вы пытаетесь решить, что же брать, что-то подешевле или подороже. Причем также стоит учесть, что у нас в мозге есть специальный отдел, ученые уже отследили, что происходит в момент покупки. Мы испытываем психологическую боль, расставаясь с деньгами. Это реально больно. Поэтому, конечно же, психика и мозг стараются этих моментов избегать. И когда мы что-то покупаем со скидкой или подешевле, то активизируются участки мозга, отвечающие за удовольствие. Мы реально радуемся, что ничего себе,
мы обманули систему, мы что-то урвали подешевле, сохранили деньги. И это всегда маленькая победа. Про это тоже стоит помнить. Это один из лайфхаков, как принять и ужиться со своей жабой. И из этого, кстати, и следует первый способ со своей жабой подружиться. Как и с любой тенью, после того, как вы ее признали честно, приняли, ее нужно выгуливать. Чем больше вы ее подавляете, тем больше она выстреливает в самый неподходящий момент. А когда вы даете ей волю, снимаете ее с поводка, чтобы она так периодически бегала на воле, выгуливалась, то вы начинаете управлять ею. И вы уже начинаете решать, когда ее выпускать, а когда нет. Сюрпризов от нее при регулярном выгуле, никаких сюрпризов негативных не будет. Вы ее контролируете, и она делает то, что хотите вы, и тогда, когда вы хотите. То есть вы ее можете включать и выключать, но для этого нужно выгуливать. Я периодически просто выделяла себе пару дней в месяце, когда приходила в магазин и разрешала своей жабе отрываться и покупать вот все, что красно-желтые ценники, все, что со скидкой, прям вот чтобы она накайфовалась от того, что она столько всего сэкономила. Понятное дело, что часть из того, что мы с ней покупали, это были пустые покупки, а часть было очень много ценного. Ну, например, когда реально попадаешь под акцию и берешь классный продукт по низкой цене. Почему нет? Поэтому первый совет от меня – давайте волю своей жабе. Периодически ее выгуливайте. Поделилась с вами, как это делала я. Напишите в комментариях, какой вы нашли для себя классный способ. Будет очень полезно другим девчонкам тоже почитать и применять. Следующий шаг, шаг номер 2. После того, как вы нашли способ, как вам выгуливать и разрешить жить, существовать вашей жабе, второй пункт – это выявить все свои ограничивающие убеждения, которые у вас связаны с этой жабой. У меня их получилось основных 3. Первое. Как оказалось, истинная женщина не должна на себе экономить. И у меня есть такая склейка в психике, что когда я на себе экономлю, это значит, что я какая-то не настоящая женщина. Это было, кстати, интересно, потому что до этого я об этом не задумывалась. И это что делать с этими ограничениями, сейчас я свои озвучу и расскажу, как с ними бороться. Ну, не бороться, а как их прорабатывать. Второе убеждение, даже не убеждение, а скорее установка. Я заметила, что почти 3 года назад я вышла замуж, и именно когда я с мужем, я такая более экономная. Откуда это идет, угадайте? Ну, конечно. У родителей была такая ситуация, когда мама жила одна, она там не то чтобы фестивалила, но позволяла себе многое, а в отношениях с папой, такая более экономная, тем более, когда еще дети, то появилось такое состояние, как я могу тратить на себя, если у меня вот и муж есть, у него есть потребности, и дети. А у меня была немножко другая ситуация, у меня какое-то уважение к деньгам мужа, у нас так устроено, что Дима добытчик, кормилец всей нашей семьи, и мне как-то неудобно, что ли, тратить его деньги на какие-то излишества. То есть на минимально необходимые вещи вообще без проблем, а на какое-то излишество. Кстати, вот почему-то моя жаба решила, что пиво за 90 – это вообще капец какое излишество. За 60 нормально, а 90 – это прям такая роскошь. Тоже вот интересные такие продукции у нас бывают в голове. Такие слабо объяснимые, прикольно понаблюдать. И вот, это было тоже очень ценно просто заметить, что оказывается, когда я трачу свои деньги, моя жаба такая, ху-ху, я молчу, бери что хочешь. А на деньги мужа как-то вот включается хорошая девочка, что как же я могу? Дима же, он же вообще-то не обязан все это делать. Он не обязан мне отдавать свои деньги. Он их может на себя потратить. А он вот их отдает мне, чтобы я тратила на себя. И хочется как-то вот поиграть, да, вот в эту хорошую жену, экономную такую хозяйку, которая не просто там растрынкивает деньги мужа, а уважает их и ценит. Это тоже было очень ценно понять для себя, осознать. И третье убеждение, оно есть, я думаю, у всех у нас, это страх остаться без денег. Это убеждение и страх, они идут из страха смерти. И на постсоветском пространстве, я думаю, наверное, у 99% людей есть убеждение, есть страх вообще остаться без денег. И наша экономная жаба, она как раз и включается для того, и из этого страха, чтобы хоть где-то чуть-чуть сэкономить. Знаете, как бы оттянуть момент, что ты можешь вообще без денег остаться. Вопросы инсайт-листа принимаю в себя, они, конечно, очень много для меня открыли.
Я этим листом до сих пор, кстати, пользуюсь ко всем моим там недостаткам, все, что начинает триггерить, прогоняю по вопросам, чтобы понять, что вообще происходит, и в том числе и найти свои ограничивающие убеждения. Кстати, у меня есть статья, как еще можно найти свои ограничивающие убеждения, как их прорабатывать, оставлю ссылку в описании. Классический способ работы со своими ограничивающими убеждениями, он такой базовый, всего 5 пунктов. Можете проработать самостоятельно. Проходитесь по этим 5 пунктам, начинаете свои ограничивающие убеждения деактивировать и активировать новое, поддерживающее и расширяющее. Метод базовый, сам по себе работает. Единственное, что требуется усилие, чтобы осознанно фокусировать внимание на своей новой установке. Но при минимальной дисциплине у вас обязательно получится. Просто каждый день отслеживать подтверждение своего нового убеждения. Опять же, если хотите сделать это все более быстро, эффективно и приятно, приходите в клуб без ограничений. У нас там целых 5 техник, одна из которых вот этот классический способ, а остальные направлены на то, чтобы негатив почистить от старой установки и новую установку интегрировать максимально быстро и максимально гармонично для вас. Что еще хочу сказать в заключение? Уже пару раз, наверное, сказала о том, что я свою жабу выгуливала в прошедшем времени. Потому что с тех пор, как я начала активно заниматься состоянием и исцелением внутреннего ребенка, проблемы с экономной жабой у меня потихоньку рассосались. Как это происходит? То есть, если год назад в том самом 7-Eleven в споре, какое же пиво брать, победил родитель, то сейчас возникают такие же ситуации, буквально несколько секунд, и побеждает мой внутренний ребенок. Потому что когда вы начинаете заниматься исцелением своего внутреннего ребенка, он становится более крепким, более сильным, голос его более громче, и эго-состояние вашего взрослого, оно начинает прислушиваться к потребностям именно ребенка. И сейчас, каждый раз, когда начинаются вот эти вот легкие трения, например, наверное, месяц назад оплачивала премиум телеграм-канала на год. Конечно же, жаба, то есть внутренний родитель сказал, в смысле 2 косаря просто за смайлики анимированные? Боже мой! Ну это сумасшествие. Зачем так делать? Можно спокойно без них можно обойтись. Причем многим эти смайлики вообще не нравятся, они их бесит. Зачем за это еще и 2000 платить? А внутренний ребенок сказал, ну это же так прикольно. От этого же столько радости, и каждый день можно радоваться и заплатить за это всего 2000 в год. И все. Этого одного довода было достаточно, чтобы я спокойно достала карту, рассчиталась, и вот каждый день радуюсь анимированным смайликом в Телеграм. То есть сейчас голос моего внутреннего ребенка и довод, что ну это же клево, это же радость, этого достаточно. То есть раньше такого повода, как радость, было недостаточно, а сейчас вполне хватает для того, чтобы я спокойно, без сожалений, без сомнений расплачивалась за то, что радует меня, а на самом деле моего внутреннего ребенка. Да, вспомнила, обещала же рассказать, что произошло, когда я через неделю пошла и взяла ту самую банку дорогого пива. Я ее выпила. Поняла, что жаба была права. Я не чувствую никакой разницы между пьем за 60 и за 90, но для меня все одинаково. По сути, да, реально нет смысла переплачивать. Но ложка дорога к обеду. Вот в тот момент, когда я уже через неделю купила эту банку, ну, знаете, было вот как для галочки, радости от этого не было. Вроде как, ну, должна закрыть там, гештальт, да, потому что в прошлый раз не сделала, надо сделать сейчас. Особого кайфа не было, потому что вот тут в этом-то и секрет. Покупать то, когда ваш внутренний ребенок искренне просит, вот именно тогда ему давать то, что ему нужно. Не когда-то там, когда появится возможность, а вот прямо сейчас. Если для этого не надо брать кучу кредитов, если это вам доступно, то, конечно же, я вам рекомендую выбирать своего внутреннего ребенка всегда. И искренне, с полной самоотдачей наслаждаться тем, что вы себя порадовали. Ну и в целом, наверное, это все, что я хотела рассказать. Давайте я подытожу. Экономная жаба. Это неплохо и не хорошо. У нее есть свои плюсы и минусы. Главное, пункт номер 1. Жабу свою честно признать, принять, понять, где она мешает, в чем она помогает. Второй пункт. Найти способ, как эту жабу выгуливать, давать ей волю, чтобы ее контролировать, чтобы она не включалась в самый неподходящий момент, чтобы вы ею управляли. Третий пункт. Понять, какие ограничивающие убеждения скрываются за вашей жабой.
и прорабатывать их. И четвертое в качестве рекомендаций, конечно же, заниматься исцелением своего внутреннего ребенка. Кстати, в клубе без ограничений у нас тоже есть отдельный блок. Мы с этого и стартовали клуб, потому что я считаю, что если внутренний ребенок не исцелен, что бы мы ни делали, как бы мы его ни ублажали, если там куча болей, предательства, отверженности, я не справлюсь, у меня не получится, все для других, мне ничего, меня не любят, я никчемный. Вот на это все, на этом фундаменте, там, что бы вы ни пытались построить, получится что-то, корявое. Поэтому проще вот начать с этой базы. Сразу фундамент укрепить, ребеночка исцелить, и уже на этом всем легко, красиво и просто строить вашу будущую жизнь, жизнь вашей мечты. Кстати, и еще забыла, у нас как раз в ноябре и в начале 2004, я думаю, наверное, каждый месяц будем прорабатывать денежные убеждения, потому что их больше 200, и почти все они есть у каждой из нас, все их желательно прорабатывать, поэтому, чтобы это делать регулярно, дисциплинированно, конечно, проще это всегда делать в группе через тему проработки денежных убеждений. Это как один из главных законов коучинга. Исцеляем какую-то одну часть системы, и вслед за этой частью исцеляется вся система. А деньги – это у нас такое комплексное понятие, которое на себя цепляет практически все. И нашу проявленность, и самоценность, и отношения с другими людьми, и любовь к себе. В общем, деньги – это как лакмус того, что там у нас внутри есть на самом деле. И можно исцелять себя через идти вглубь, исцеляя там все свои травмы, смотреть, видеть, как это все отражается и в реальности. Меняется реальность, в том числе и отношения взаимодействия с деньгами, их становится, понятно, больше, они приходят легче. А можно зайти с другой стороны. Начать со своих денежных убеждений, работать с ними и как бы от обратного. И уже от них вы будете потихоньку идти вглубь, и там в глубине будут автоматически самоисцеляться все эти травмы, все эти негативы, которые еще остались. Друзья, надеюсь, видео было вам полезно. Пишите про вашу жабу, какие способы нашли, что будете с ней делать, как она вам помогает или как она, наоборот, портит вам жизнь. Обязательно поставьте мне лайк. Для меня это будет показателем, что нужно снимать подобные видео. И, конечно же, жду вас в клубе без ограничений. Приходите, буду вам очень рада. Всем удачи, увидимся в моих следующих видео. Пока-пока.